Всем привет! Вы на канале Гудзик DIY. Сегодня будем делать весенних гномов. Надеюсь, они вас уже очаровали и вы захотите поселить такую милую парочку и у себя дома. Тем более, что сделать их будет совсем несложно. Основу гномика делаю из маленькой бутылочки от лекарства. Для устойчивости утяжелила ее маленькими камушками. Оборачиваю легким пластилином. Бутылочку не обязательно хорошо очищать от этикетки. На оставшийся липкий слой лучше приклеится легкий пластилин. После высыхания первого слоя можно обернуть вторым, чтобы наши гномики были более упитанные. Приклеиваем рукава и делаем небольшое углубление карандашом, чтобы потом вклеить ладошки. Покрываем фигурку клеем ПВА и посыпаем цветным песком. Он продается в наборах песочных аппликаций. Отдельно в продаже его не встречала. Можно взять манку, покрашенную гуашью, или посыпать фигурку блестками, если решите сделать таких гномиков, например, к Новому году. Теперь смешиваю телесный оттенок пластилина и раскатываю голову и ладошки. Приклеиваю клеем ПВА на уже высохшие фигурки. Я делаю гномиков из воздушного пластилина. Это очень мягкий материал, и его без труда можно выдавить из простого шприца. А если вы будете использовать полимерную глину, то вам понадобится экструдер. Выдавливаю пластилин на глянцевый картон. Так легче будет отклеить наши полосочки, не повредив их форму. Шприц должен быть сухим, иначе пластилин будет растекаться и плохо держать форму. Не дожидаясь высыхания, разрезаю длинную полоску на 3 равные части и плету из них косички. Внизу косички делаю более плоскими и разрезаю их на тонкие прядочки. Теперь выдавливаем полоски рядом друг с другом, одну поверх другой. В общем, делаем нужную форму бороды. Я решила сделать ее очень длинной и закрутить внизу. Из 3 полосочек делаю длинные закрученные усы и приклеиваю, пока пластилин еще не застыл. Подсушиваем и точно так же, как туловище, покрываем ПВА и посыпаем песком. Обильно намазываем клеем бороду и косички, чтобы все хорошо приклеилось к песку и ничего не отвалилось.
Теперь приклеиваю носы. Девочки более маленькие и изящные, а мальчику покрупнее. Колпачки решила сделать более светлых оттенков, чем туловище. Чтобы посмотреть, насколько цвет основы будет проглядывать из-под песочного покрытия. Делаю колпачок в виде длинной завитушки и подкручиваю кончик толстым карандашом. Пока пластилин еще не сильно высох, прокалываю отверстия для глазок. Так они будут более выразительными, чем просто нарисованные. Колпачки решила сделать разной формы. Вытягиваю конус и загибаю его в сторону. Можно сделать его еще более длинным и загнутым, чтобы край спадал на плечо нашего гномика. Посыпаю тем же сиреневым и оранжевым песком. Как видите, цвет колпака отличается от туловища, но совсем немного. Так что в принципе цвет основы под такой декор песком не имеет особого значения. Еще решила дополнить колпачок небольшим белым помпоном. Приклеиваю шарик пластилина и придаю ему пышности, делая маленькие надрезы. Посмотрите на эту очаровательную парочку. Мне очень нравится такой вариант декора песком. Поверхность получается такая бархатистая и приятная на ощупь. Ну а если гномики понравились и вам, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.